Дорогой друг, я обращаюсь к тебе как к человеку. И неважно, ты христианин или иудей, буддист или индуист, не имеет значения, поклоняешься ты идолам или ты атеист, верующий или сторонник светского образа жизни, мужчина или женщина. Я обращаюсь к тебе как к человеку. Ты когда-нибудь спрашивал себя, почему ты веришь в то, во что веришь? Задумывался ли ты когда-нибудь о причине, из-за которой ты выбрал свою религию? Часть первая. Почему ты веришь в это? Если ты христианин, то задумывался ли ты когда-нибудь, почему ты веришь, что Иисус Христос — это единственный путь к вечному спасению? Неужели ради спасения требуется распятие Бога-пророка? Нужно ли Богу распинать самого себя, чтобы спасти других? Ты действительно веришь, что твой Бог не один, а что их на самом деле три, такие как Отец, Сын и Святой Дух? Как могут три сущности в то же время быть одной? Согласно мнению какой церкви? И есть ли этому доказательства? Является ли Библия на самом деле Словом Бога? Вся ли она является Словом Божьим? Сохранилась ли она по прошествии времени неизменной, без добавлений или пропусков? Кто из апостолов Иисуса достоин, чтобы следовать за Его книгой и жизнью, и почему? Задавал ли ты себе все эти вопросы или хотя бы некоторые из них? Какова судьба тех, кто противоречит вам, и почему? Как вы относитесь к христианам, которые не принадлежат вашей церкви? Вы когда-нибудь спрашивали себя, каковы те принципы, благодаря которым вы решаете, какие верования истины и достойны следования? Каковы критерии истинной веры и как сойтись на них? Вы, которые верите в иудаизм, вы когда-нибудь задумывались, каковы истинные основы вашей религии и почему вы верите в них, в то время как другие не верят? Почему столпом вашей веры является вера в то, что Бог или Иегова или Элохим — это Бог только для вас, иудеев? Почему вы верите в Него, будучи убежденными, что Он совершил грех и что Он до сих пор плачет из-за сожаления за свой грех? Может ли быть Богом тот, кто плачет, сожалеет и причитает? Каково доказательство вашей веры? Признают ли Тору все секты иудеев? Все ли иудеи единодушны хотя бы в определении слова «иудеи»? Разве обещание Бога было дано только иудеям? Как это так? Какова судьба иудейских сект, которые противоречат вам? И еще, какова судьба других религий, по вашему мнению? Вы, которые верите в индуизм, вы уверены, что истинная и приемлемая форма жизненного цикла — это реинкарнация? Приемлема ли она для всех людей? Какова судьба тех, кто не верит в это? Разве эмоциональное ощущение — это истинный критерий веры? Сохранена ли ваша книга от любых добавлений или, наоборот, недомолвок? Вы, которые верите в буддизм, у вас действительно есть доказательства, что Будда — Сын Божий и Спаситель человечества от всех несчастий и страданий, что Он понесет все их грехи и вернется, чтобы избавить мир от всего зла и грехов? Вы, которые утверждаете, что не верите в Бога, кто тогда создал вас? Кто создал вас из ничего? Почему вы были созданы? Получается, вы рождаетесь, а затем умираете и предаетесь забвению? Вам нравится жить с такой мыслью? Каждый человек обязан верить в некую силу, к которой он возвратится, которая определяет его образ жизни и от которой он будет ждать помощи в случае страха или в момент смерти. Мой брат по Адаму, ты совершенно уверен в своей вере. Ты знаешь, что твоя религия истина, а все остальные ложные. Итак, ты готов поставить на кон свою бессмертную душу, чтобы доказать это? И вместе с тем, задумался ли ты хорошенько, что в мире существует более 24 официальных религий и более 100 верований? Знаете ли вы, что христианство включает в себя тысячи сект, и что все они утверждают, что обладают конечной истиной?
Осознаете ли вы, что любой истинный представитель своей религии является благочестивым и честным человеком, так же, как и вы? Знаете ли вы, что его вера так же крепка, как и ваша? Знаете ли вы, что он тоже с убежденностью читает Священное Писание? Знаете ли вы, что он также убежден в доказательствах своей веры? Он был свидетелем чудес своей религии, а некоторые из них утверждают, что чувствуют присутствие Бога и даже слышат Его голос. Они следуют Его совершенным советам и покорно претворяют их в жизнь. Они любят Его неописуемым образом. Они также и с таким же энтузиазмом могут защищать свою веру, как вы защищаете свою. Вы расходитесь с ними как в больших, так и в малых вопросах. Но они не могут быть все истинны. Так ведь? Конец первой части. Какова природа истинной религии? Часть вторая. По каким критериям разумные люди определяют, какова истинная религия? Среди этих критериев — вера в Бога. Человек должен верить в какое-нибудь божество. Он может назвать его Богом или чем-то другим. Это может быть дерево, планета, женщина, картина или любимый певец. Итак, человек должен верить во что-то, зачем он будет следовать и что будет лелеять. Он будет строить свою жизнь согласно ему, и он даже готов умереть за него. И это то, что мы называем поклонением. Что касается истинного Бога, то Он является Создателем. Он знает обо всех скрытых делах. Он ведающий о сокровенном. Он обладатель мощи и воли, и все происходит согласно Его воле. Он мудрый, и все, что Он делает, происходит по Его мудрости. Он справедливый, и вследствие Его справедливости Он вознаграждает и наказывает. У Него есть связь с людьми. Он не был бы Господом людей, если бы Он просто создал их, а затем бросил бы на произвол судьбы. Поэтому Он отправил посланников к людям, чтобы разъяснить для них истинный путь и сообщить людям о Его порядке. И тот, кто будет соблюдать установленный им порядок, удостоится награды, а тот, кто отвергнет его, будет удостоен наказания. Обязательно должна существовать обитель награды, чем является рай, а также обитель наказания, чем является ад. Если он не способен отправить их в одно из этих мест, то он не истинный Бог. Религия. Мы должны найти точное определение религии, поскольку если религия — это образ жизни и дорога в следующую жизнь, то она должна иметь атрибуты истинной религии. Первое. Она должна быть близка к истинной природе человека и отображать все хорошие качества и черты человека. Второе. Универсальность. Религия должна быть подходящей для всех поколений, для всех стран и людей. Это должна быть религия, которая не изменяется в соответствии с прихотями людей. Основы этой религии должны быть ясными и очевидными. Она не обязана иметь видимых и ощутимых образов, и в ней не должно быть посредников между человеком и Богом. Религию не следует исповедовать, основываясь только лишь на эмоциональной стороне. Она должна иметь очевидные и надежные доказательства. Четвертое. Религия должна затрагивать все стороны жизни и во все времена. Она должна подходить как для этой жизни, так и для последующей. Она должна строить как тело, так и дух. Пятое. Эта религия должна защищать жизнь и честь людей, а также их имущество. Ислам соответствует природе человека, и в нем нет противоречий. И поэтому ислам — это религия естественной предрасположенности. Всемогущий Бог создал человека и определил для него путь, которому он должен следовать. И этот путь полностью подходит природе и нуждам человека. Этот путь и есть религия. И кто откажется следовать этой религии, окажется в состоянии хаоса, нестабильности, а также духовного и психического дискомфорта, в дополнение к мучениям в вечной жизни. Исламская вера имеет ясные убеждения. Она не довольствуется лишь установлением повелений и учений посредством абстрактных обстоятельств и строгих приказов. В отличие от других религий, в исламе нет таких понятий, как «верь слепо» или «веруй, а затем узнавай»,
или «закрой свои глаза и следуй за мной». Ислам обращается не только к сердцу или духу и не берет их за основу своих убеждений. Он также разъясняет вопросы с помощью очевидных и убедительных рассуждений, ясных доказательств, которые убеждают разум и проникают в сердце. Коран — это книга Бога, Его слова. Он не изменился по прошествии сотен лет, несмотря на различия между странами и цивилизациями. Он остался таким же, каким он был ниспослан. И он по-прежнему руководит жизнью мусульман, как в делах мирской жизни, так и в вечной. В Коране представлены доказательства божественного сотворения Вселенной, о Духе, о существовании Бога, а также о Его единстве и совершенстве. В нем также есть доказательства о воскрешении, о способности Бога сотворить человека, небеса, землю, а также оживлении земли после смерти. В Коране говорится о мудрости Бога, благодаря которой Он награждает совершающих благое и наказывает творящих зло. Исламская религия охватывает все стороны жизни. Она гибкая, поскольку близка человеческой природе, и Господь создал человека в соответствии с ее правилами. Нет мусульманина, который не знал бы признаков истины. Вселенная ведет его к единству Бога Всемогущего. То, с чем пришел Мухаммад, мир ему и благословение, доказывает его правдивость и пророчество. Мусульманин абсолютно точно знает, что тот, кто утверждает, что Бог — это третий из трех, является заблудшим. И также, кто считает, что Бог устал и решил отдохнуть в субботу после того, как создал небеса и землю, является заблудшим неверующим. Мусульманин также убежден в неверии и заблуждении идолопоклонников, а заблудшие атеисты в еще более худшем положении. Конец второй части. Человек не знает правду о сущности своей души. Он не ведает о будущем, которое впереди. И поэтому человек не в состоянии устанавливать постоянные законы и постановления, которые подходили бы ко всем временам и поколениям. Однако всемогущий Создатель, всезнающий, Он полностью ведает о сотворении людей. Он обладает абсолютным знанием того, что происходило в прошлом, что происходит в настоящем и что будет происходить в будущем. Поэтому ни один человек не может создать гибкие законы, которые будут подходить ко всем временам и землям. Конечно, если этот человек не является посланником Господа. Для нас достаточным является тот факт, что исламский закон, шариат, управлял различными культурами в различных странах и в разное время на протяжении сотен лет. И в этом благородном законе не было ни одной проблемы без соответствующего ей решения. И сегодня, в наше время ускоренного развития и выдающихся достижений, эта мысль ясно подтверждена. Наш шариатский закон заявил о себе еще в большей степени в наше время, несмотря на слабость его последователей. Потому что ислам соответствует всем человеческим требованиям и нуждам. Ислам может существовать и развиваться на протяжении веков, сохраняя полную жизненную силу и гибкость. Ислам — это система, давшая миру самые укоренившиеся и прочные законы. Шариат превосходит любой другой закон на поверхности земли. Пусть эти слова будут для вас отправной точкой. Продолжайте искать и вы. Благодаря своей природе, своему сердцу и разуму придете к Богу, существующему, начинающему, единому и Создателю всего сущего. Ведь ты ищешь религию, которая приведет и познакомит тебя с Богом.